Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 20 марта 2024 года. Сегодня у нас с вами среда, друзья. И сегодня у нас с вами изумительный, волшебный, мистический, магический день. Друзья, сегодня день денежных перемен, день изобилия, день достатка, день благополучия. И сегодня обязательно в этот день скажите одно слово, которое поможет вам сонастроиться с энергиями Вселенной. Вы спросите, а что же такого в этом дне? Девочки и мальчики, сегодня день весеннего равноденствия. Сегодня очень важный день для каждого человека. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и постарайтесь провести эту волшебную практику именно сегодня, в этот день. И в ближайшие полгода вы увидите интересные изменения в своей жизни. При этом у каждого эти изменения будут особенные. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите важные слова этого дня. С каждым днем моя жизнь наполняется новыми возможностями и радостью. Я открыта для положительных изменений и благополучия. Моя жизнь наполняется светом и любовью, и я иду вперед с уверенностью и радостью. Девочки и мальчики, эти слова мы оставим вам в описании к этому видео. Просьба, когда вы будете писать в комментариях к этому видео, пожалуйста, делайте это сознательно, с пониманием того, что это вам действительно важно и нужно, с открытым сердцем, с любовью и с гармонией. Это важно. Чем же сегодняшний день, друзья, интересен? Дело в том, что сегодняшний день, 20 марта, пропитан энергией финансовых перемен. В этот день космические влияния способствуют притоку денежного потока и возможностям для улучшения вашего материального положения. И именно этот день, 20 марта, станет ключом к новым финансовым возможностям и процветанию. Дело в том, что сегодняшний день – это тот день, когда энергия финансовых перемен наполняет наше сознание и наше окружение. Поэтому сегодняшний день, 20 марта, представляет собой уникальную возможность для привлечения изобилия и процветания в нашу жизнь. Это день, когда обязательно пересмотрите свои финансовые стратегии, очиститесь от негативных установок и постарайтесь привлечь в свою жизнь новые возможности. В этот день вы можете к себе привлечь денежный поток, освободиться от каких-то старых блокировок, от каких-то негативных слов и принять положительные изменения в вашу жизнь, изменения, которые идут именно сейчас, в данный момент. Очень важно, чтобы вы на протяжении сегодняшнего дня поддерживали только позитивное мышление, открывались для новых идей и позвольте себе встретить этот день, 20 марта, как день денежных перемен с открытым сердцем и уверенностью в себе. И в этот день энергия Вселенной настолько насыщена возможностями для финансовых изменений, что те слова, ваши мысли обязательно передадут его силу и значение. Поэтому очень важно, чтобы вы сегодня находились в энергии, в потоке созидания, творения. И это очень важно. Кроме того, некоторые люди, если у них хорошо развита интуиция, они могут ощутить особенную силу притяжения денежных возможностей, а также увидеть положительные изменения в финансовой сфере. То есть могут прийти через идеи, через какие-то новые интересные проекты. Поэтому не бойтесь этого. И энергия этого дня сильна, особенно для тех людей, кто открыт для принятия изменений и готов действовать в соответствии с возможностями, и которые предоставлены именно сегодняшним днем. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь тех перемен, которые сегодня к вам будут приходить. У каждого, еще раз повторимся, они будут проявляться
развиваться по-разному. Одному человечку могут позвонить и предложить новую работу. Другой осознает и поймет, что ему уже не стоит этого больше делать. Четвертый поймет, что то, что он все это время делал или с кем жил, оно ему больше не нужно, потому что оно его тянет назад, как камень, как тяжелый какой-то груз. И у каждого, девочки и мальчики, это будет каждое понимание, осознание и восприятие мира. Поэтому сегодня не обращайте внимания на других людей. Есть только вы, ваша семья и те задачи, цели, которые вы ставите перед собой. И будьте уверены, что в течение полугода вы увидите те результаты, которые вы хотите. Весеннее равноденствие и те потоки, которые идут с космоса, могут изменить это все. Также сегодня очень важно, чтобы вы на протяжении дня, если вы находитесь дома, если только в вечернее время, зажгите свечу и пройдитесь по дому. В этот момент представляете, что эта свеча, она убирает, сжигает любой негатив, любые неприятности, любые проблемы в вашей жизни. Это очень важно осознавать и понимать. Также, если у вас что-то в жизни не получается, вы расстроены, вы недовольны, вам не нравится, в какой вы ситуации оказались, вот примите это как должное и обратитесь к высшим силам, обратитесь к своему ангелу-хранителю с тем, чтобы вас поддержали, чтобы вам открыли глаза или помогли вам снять розовые очки, в которых вы проживаете каждый день. Очень многие люди боятся увидеть или услышать ту правду, но помните о том, что сегодня открываются глаза у многих людей, и людям будет это неприятно видеть. Но ваша задача это принять, вот как должное. Вот это есть, как меняются смены года, как появляется луна, солнце, вот так и в вашей жизни. Просто примите. Если в вашем окружении есть враги, недоброжелатели, просто сегодня их поблагодарите за то, что они есть в вашей жизни, что они вас научили, что они вам преподнесли урок, и вы так больше не будете делать, поступать, говорить, не будете на них больше обращать внимание, не будете на них тратить свою энергию. Это, девочки, мальчики, очень важно осознавать и понимать. Многие люди игнорируют вот это и думают о том, что только так и никак иначе. Будьте гибкими, будьте мягкими, как пластилин. Сейчас время очень сильно будет меняться, и вы будете это уже видеть в ближайший месяц. Уже начали происходить вот такие, знаете, тектонические изменения на нашей планете. И дело в том, что если у вас в сердце есть негатив, у вас есть обиды, какая-то агрессия, апатия, то это в ближайшие месяцы будет проявляться. Поэтому ваша задача убирать, сжигать из своей жизни именно на энергетическом уровне. Просто себе в спокойной обстановке представьте, что вы прощаете тех или иных людей, что вы избавляетесь от того или иного. Для того, чтобы убрать любой негатив, убирайте застоявшуюся энергию из вашей жизни. Также сегодня, девочки и мальчики, очень важно, чтобы вы в любое время провели следующую очень уникальную, очень простую, но в то же время очень простую практику. Вам нужно дома посчитать свои личные деньги. Даже если вы знаете, сколько у вас в конвертике денег, которых вы откладываете на какую-то свою задачу или цель, ваша задача просчитать деньги, как будто вы их видите первый раз. И когда вы их будете считать, обязательно в этот момент находитесь в приподнятом настроении, с радостью их считайте и представляете, как они приумножаются. И после этого верните их на место. И когда вы будете считать, говорите следующее одно слово: приумножаю, приумножаю, приумножаю. Даже на конверте напишите это слово, просто напишите приумножаю и напишите, насколько вы приумножаете. Если у вас деньги находятся в шкатулке, в обязательном порядке их выймите, посчитайте. После этого возьмите ручку зеленого цвета и на самой красивой купюре, которая вот вам интуитивно понравится, на банкноте, на лицевой стороне, внизу справа возьмите, напишите знак бесконечности. После этого
знак умножения и умножения на двойку. Это очень важно. Это очень важно проделать именно сегодня, в день весеннего равноденствия, когда энергии идут сумасшедшие из космоса, когда идет энергия созидания, творения, но в этот день ни в коем случае никому не завидуйте, не сплетничайте, не обращайте внимания на какой-то негатив. А поверьте, если вы светлый человечек, то к вам сегодня этот негатив будет тянуться, знаете, вот как будто вот будут отщипывать, вот пытаться вас дотронуться до вас, что-то сказать вам неприятное. Вот этого вам нужно убирать со своей жизни. Постарайтесь провести этот день со своими родными, близкими, посмотреть что-то новое, возможно, прочитать какую-то книгу, пообщаться со своими детьми, внуками. Не забывайте сегодня пить чай с ромашкой, с мятой, с мелиссой. Это те травы, которые энергетически вам помогут. Есть желание есть фрукты, такие как апельсины, мандарины, если, конечно, они находятся в вашем регионе. Если нет, значит, берите красные, тогда яблоки. Это очень важно. Вам энергетически сегодня нужно наполниться вот этой энергией созидания. Это очень важно. Далее, на что еще мы хотим обратить внимание, друзья? Далее, друзья, давайте посмотрим, какая карта Таро выпала на этот день, 20 марта. Еще один момент касательно здоровья. Сегодня также очень важно очищаться касательно своего здоровья от любого негатива. Многие люди игнорируют, но очень важно уделять сегодня внимание своему здоровью. Если у вас есть желание, например, пойдите к врачу, если вас что-то сегодня беспокоит. Возможно, вам нужно сесть на диету, возможно, вы давно планировали как-то по-другому начать жить. Например, с этого дня вы планируете выпивать определенное количество воды или еще что-либо. Попробуйте. Именно сегодня вы увидите, ваше тело через определенный период времени обязательно вам скажет спасибо. То есть сегодня еще очень важно, чтобы вы уделяли внимание своему здоровью. Как это вам на интуитивном уровне? Возможно, вам что-то нужно почитать в интернете, понять, не знаете. Но если вас сегодня что-то тоже беспокоит, записывайтесь к врачу, не терпите до последнего. Теперь давайте все-таки вернемся к карте Таро на этот день, 20 марта, друзья, и выпала карта «Влюбленные». И эта карта говорит нам об эмоциональных связях, о выборе и о гармонии. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы ко всему относились с любовью, с радостью. Кроме того, обращаем ваше внимание, что у некоторых людей сегодня будут нужно будет принять какие-то важные решения в области отношений, в области любви. Кто-то может столкнуться с выбором между двумя путями или двумя возможными партнерами. Кроме того, карта влюбленных нас подталкивает и к глубокому внутреннему размышлению и анализу наших чувств. Также постарайтесь, чтобы сегодня в вашем доме, в вашей жизни было во всем гармония и баланс. Обращайте внимание на свои чувства и, возможно, задайте себе вопрос, а правильно ли вы дорогой идете, и это ли ваша истинная дорога? Также постарайтесь сегодня быть честными и открытыми в общении с вашими близкими, с родными, и стремитесь к гармонии. Ни в коем случае сегодня не ругайтесь, не спорьте, не проявляйте агрессию. Это ни к чему не приведет, кроме того, как к разрушению, к боли, к ненависти. Кроме того, сегодня очень важно проявлять мудрость и зрелость при принятии того или иного выбора, учитывать как эмоциональные, так и разумные аспекты той или иной ситуации, в которой вы, возможно, сегодня окажетесь. Далее давайте посмотрим, что же нам сегодня говорит Архангел Михаил на этот день, 20 марта. И вы знаете, сегодня Архангел говорит нам о том, что мы были смелыми и решительными в своих поступках. Дело в том, что это день, когда некоторые люди могут столкнуться с какими-то препятствиями, с какими-то испытаниями, которые требуют от вас силы духа и уверенности в себе. Кроме того, вам не стоит сегодня бояться принимать вызовы и не стоит колебаться перед какими-то сложными ситуациями. Главное, чтобы вы доверяли своей внутренней силе, доверяли своей мудрости для того, чтобы преодолеть любые препятствия на своем пути.
Кроме того, сегодня очень важно, чтобы вы были честными и правдивыми в своих действиях, в своих словах, были искренними, как с окружающими, и стремились к высшим идеалам света и добра. Это очень важно в этот день. Кроме того, если у вас есть какие-то препятствия, вы не знаете, как достигнуть тех или иных целей, обратитесь сегодня и к Архангелу Михаилу, к своему ангелу-хранителю, к высшим силам, просто своими словами. И это вам обязательно высшие силы помогут. Помните о том, что мы с вами живем в материальном мире, а к кому мы обращаемся, они живут в энергиях. И, соответственно, нам нужно с вами услышать эти подсказки. Поэтому если вы что-то и просите сегодня, или просите какую-то подсказку, какое-то понимание той или иной ситуации, обращайте внимание на знаки, на подсказки, которые будут идти свыше. Это очень важно вам осознавать и понимать. И, друзья, ввиду того, что сегодня у нас с вами вот такой вот замечательный, чудесный, энергетически сильный день, сегодня обязательно время от времени говорите следующее слово «открываю». Но ввиду того, что у нас сегодня с вами день достаточно такой великий по энергетике, по потоку изобилия, достатка и благополучия, мы рекомендуем не одно слово говорить, а говорить следующие слова. «Открываю путь к изобилию». Вот просто открываете сегодня дверь, вот вы ходите на улицу или вы приходите на работу, открываете дверь и скажите «открываю путь к изобилию». Простые слова. Или, например, вы едете в общественном транспорте, перед вами открывается дверь, и скажите про себя «открываю путь к изобилию». Сегодня в каких обстоятельствах, где вы не были, где вы чувствуете, что перед вами что-то открывается, обязательно скажите «открываю путь к изобилию». Вас приглашает сегодня начальник на встречу, на обсуждение каких-то вопросов. Перед тем, как зайти в кабинет, скажите «открываю путь к изобилию». И сегодня вот именно слово «открываю», оно действительно открывает двери к тем новым возможностям, к новым идеям, событиям, именно созидательного плана, которые именно вам нужны. Помните о том, что у каждого человека это будет свое, потому что каждый человек идет своей дорогой, поднимается сам по ступеньке. Обратите внимание, что, например, многоэтажный дом, и одному человеку, чтобы добраться на 5-й этаж, он быстренько доберется, да, а другому нужно потихонечку, не спеша. Вот так, друзья, и в жизни. Вот такой сегодня с вами у нас день, 20 марта. Мы всем желаем прекрасного, чудесного дня, великолепного настроения. Ставьте лайк этому видео. На экране сейчас, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.